Всем привет! В эфире юбилейный 50-й выпуск видеообзора Metal Detector, которому к тому же исполнился ровно год. И я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем тем, кто помогал мне и поддерживал проект на протяжении всего этого времени. Благодаря нашим совместным усилиям за этот год через обзор прошло вот уже более 400 релизов. К нам присоединилось более 1000 подписчиков, была получена масса благодарностей и даже подарков от команд со всего света. И разумеется, я хочу сказать огромное спасибо всем зрителям за ваш интерес к проекту и нескончаемые вдохновляющие благодарности. Ну а мы продолжаем знакомство с самыми достойными новинками на сцене тяжелой музыки. Устраивайтесь поудобнее, ведь впереди вас ждет большой юбилейный выпуск. Смотрим! Открывает обзор дебютный полноформат молодой и душевной команды из Мексики. Участники группы исполняют приятный и порою довольно воздушный альтернатив-металл с яркими элементами электроники, вплетенные в композиции альбома очень гармонично. За 7 лет существования коллектива, помимо нового диска, музыкантами было записано 3 мини-альбома, кстати, не менее интересных. Мощная и мелодичная команда из Финляндии записала 3-й полноформат. Группа сформировалась в 2012 году и на протяжении этих лет упорно исполняет смесь таких жанров, как альтернатив-металл и хард-рок. Новый альбом состоит из 11 красивых треков, причем весьма разноплановых как по настроению, так и по звучанию. В целом, интересный и зачетный материал. Легендарная команда из Швеции выпустила вот уже 10-й полноформатный альбом. Коллектив был основан в далеком 1988 году, и, что интересно, за все это время его состав практически не претерпел изменений. Однако одно очень важное изменение все-таки произошло в прошлом году. Группу покинул ударник Фредерик Андерсон, отмолотивший в ней 17 лет. Новый альбом сложно назвать шедевром, однако и провальным диском его тоже никак не назовешь. Весьма качественный материал, которому просто немного не хватает разнообразия. Зачетная российская банда из города Самара выпустила 2-й полноформатный альбом. Команда была основана в 2007, а в 2011 издала свою дебютную пластинку. Парни исполняют смесь таких жанров, как мелодик дэт-металл и грув-металл. Новый альбом команды получился мощным, агрессивным и мелодичным одновременно. Сильный вокал и массивные тяжелые партии отлично дополнены электроникой.
Проект из Америки, исполняющий пост-хардкор с элементами индастриал, записал третий студийный альбом. Стоит отметить, что от диска к диску звучание группы заметно менялось. Так что направление новой пластинки точнее было бы охарактеризовать как индастриал с элементами готик металл. И хотя нынешнее творчество команды довольно сильно напоминает творчество сами знаете кого, стоит отметить, новый альбом получился весьма интересным и заслуживает внимания. На очереди команда из Японии, записавшая второй короткометражный альбом. Парни исполняют качественный и мелодичный прогрессив металкор. Новый диск, равно как и дебютный, получился очень эмоциональным и атмосферным. Глубокий вокал и воздушные гитарные партии отлично украшены объемными клавишными рисунками. Минус только один. Продолжительность диска всего лишь 25 минут. Неимоверно популярная группа из Британии выпустила пятый студийный диск. Нет ничего удивительного, что мнения слушателей относительно этого альбома крайне различаются. Это связано со сменой вокалиста, произошедшей в прошлом году. Украинец Денис Шафоростов заменил Дэнни Уорснопа, что, конечно же, сказалось на общем саунде группы. Кроме полноформатных альбомов, на счету у этой команды также имеется два мини-альбома, альбом ремиксов и масса синглов. Не менее известная команда, но на этот раз из Германии, порадовала нас своим 10-м полноформатником. На протяжении вот уже почти 20 лет музыканты рубят реально зачетный металкор. Стоит заметить, что за такой внушительный срок группа выпустила лишь два мини-альбома, два сплита и один сингл. Новый диск коллектива получился сильным и интересным, и его смело можно назвать одним из лучших за всю историю команды. Мощный проект из Венгрии выпустил третий студийный диск, хотя на самом деле этот альбом точнее было бы назвать первым. Дело в том, что раньше этот проект назывался Leander Rising, и именно под этим именем было выпущено два первых диска. На новом альбоме можно услышать отличную смесь таких жанров, как альтернатив и модерн металл. Сильный вокал, динамичная музыкальная составляющая и отличная продуманность материала.
И вновь известная команда, представляющая Штаты, выпустила 4-й полноформат. Коллектив, который, кстати, был сколочен в 2006 году, исполняет пост-хардкор с элементами металкор и альтернативы. Новый альбом команды, равно как и все предыдущие, получился ярким, мелодичным, интересным и очень разнообразным. Также хотелось бы отметить профессиональное использование электроники, добавляющей приятную атмосферность. Команда из Америки, исполняющая сложную и мощную смесь прогрессив дэт метал и металкор, выпустила 3-й полноформатный альбом. Музыка этих парней пропитана довольно мрачной атмосферой. Частые смены ритма и настроения, а также необычные и красивые вставки просто не дают расслабиться. Отличный концептуальный альбом для настоящих ценителей серьезного и тяжелого прога. Роман Хрусталев, композитор и мультиинструменталист из Казахстана, записал 5-й полноформат. Хотя по факту это не совсем так. Дело в том, что раньше проект автора носил имя «Баланс одного», и под этим названием музыкант выпустил целых 9 полноформатных альбомов. Автор не ставит перед собой каких-либо жанровых ограничений. Поэтому в его музыке можно услышать элементы пауэр, модерн, прогрессив и других ответвлений металла. Вследствие чего новый альбом, длинные и запутанные композиции которого представляют собой целые истории, получился очень интересным и разносторонним. Молодая, но реально мощная банда из Финляндии выпустила дебютный полноформат. Суровые финские парни рубят не менее суровую смесь альтернатив и индастриал металл. Причем получается это у них весьма достойно. Продуманные и протяжные треки альбома затягивают слушателя с самых первых секунд. И вновь дебют, на этот раз от команды из Греции, исполняющей еще более мрачную музыку. Несмотря на свою молодость, коллектив исполняет очень качественный и глубокий атмосферик Doom Death Metal. Сложные, красивые и, естественно, очень продолжительные композиции прекрасно украшены сильным вокалом. Все в традициях жанра. Ну и напоследок еще один дебют от не менее интересной команды из Великобритании. Участники этого коллектива рубят не совсем обычный, но реально зачетный модерн мелодик дэт метал. На альбоме есть все, что нужно. Хороший вокал, бодрые ритмы и красивые гитарные соло. Одним словом, диск удался. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Медиа Групп. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!